Здравствуйте, дорогие друзья, изучающие русский язык. Добро пожаловать! Меня зовут Мария, и я преподаватель русского языка и культуры. И сегодня в этом видео я вам расскажу о Карлсоне, который живет на крыше. И вы у меня спросите, а кто такой Карлсон? А это очень известный персонаж в России. Вы наверняка знаете шведскую писательницу Астрид Лингрен, которая написала рассказ о малыше и его друге Карлсоне, у которого на спине был пропеллер, моторчик, и он умел летать. А еще он жил на крыше. В эти выходные я перечитала эту книгу. Что значит, я прочитала эту книгу еще раз, потому что мне очень нравится эта история. А еще я посмотрела мультфильм про малыша и Карлсона, поэтому в этом видео я вам про это расскажу. А еще мы с вами немного почитаем и немного послушаем. Прежде чем начать, я вас приглашаю в мой телеграм-канал, где я также публикую интересные материалы. Так что подписывайтесь, я буду вам очень рада. Ну а теперь давайте я вам расскажу эту историю вкратце. Обычная семья, которая живет в Стокгольме. Мама, папа и 3 детей. Самого младшего сына зовут Малыш. Ему 7 лет. И у него есть заветная мечта. Он хочет иметь собаку. Но у него нет собаки. Поэтому иногда он чувствует себя одиноким. И вот однажды к нему в окно залетает маленький человечек. У него на спине пропеллер. Он умеет летать, его зовут Карлсон, и он живет на крыше. Еще он немного толстый, он очень любит веселиться и обожает варенье. Малыш и Карлсон становятся друзьями. Вместе они играют и иногда попадают в смешные, забавные ситуации. Родители малыша не сразу верят, что Карлсон существует. Малыш очень хочет познакомить Карлсона со своими родителями, но каждый раз, когда он пытается это сделать, Карлсон улетает. Как я вам уже сказала, существует также мультфильм по названию «Малыш и Карлсон». Посмотрите его обязательно, вам очень понравится, я уверена, он очень смешной, и вы можете найти его в YouTube. Самая любимая фраза Карлсона – это «спокойствие, только спокойствие». Когда мы говорим эту фразу? В ситуациях, когда мы нервничаем, когда мы переживаем, чтобы успокоить нас самих и других людей. Еще одна фраза, знакомая каждому русскому человеку, это «я мужчина в самом расцвете сил». Так Карлсон говорит
о себе. Что это значит быть мужчиной в самом рассвете сил? Это значит, что мужчина находится в периоде своей максимальной физической и духовной активности. А теперь давайте немного поработаем. Я вам расскажу, что мы будем делать. Сначала мы с вами послушаем и прочитаем рассказ, отрывок из рассказа. Но сначала мы посмотрим новые слова, которые, возможно, вам не знакомы. После этого мы прочитаем и послушаем небольшой диалог из мультфильма. Готовы? Тогда начинаем. И начинаем со слов. Поспешно или быстро. Например, поспешно ответил малыш. Мы можем сказать быстро ответил малыш. Когда он меня увидел, то поспешно подошел ко мне. Или то быстро подошел ко мне. Ни капельки. Это значит совсем не. Например, мне ни капельки не страшно. Мне совсем не страшно. Или я совсем не хочу. Мы можем сказать мне ни капельки не хочется. Уволень. Это значит неуклюжий, неповоротливый. Например, ну какой же ты уволень. Еще одно слово – подражать. Это значит повторять или имитировать действия. Например, многие молодые художники подражают стилю известных мастеров. Выражение «как это ни странно» – это значит удивительно, необъяснимо, странно. Например, «как это ни странно, я вдруг почувствовал себя лучше после разговора». Это значит, что этот человек думал, что он будет хуже себя чувствовать после разговора, но, как ни странно, он почувствовал себя лучше. Очутиться – это значит неожиданно появиться или оказаться. Например, когда он открыл глаза, то понял, что очутился в незнакомой комнате. Ребячливо – это значит по-детски, как ребенок. Мой дедушка ребячливо смеялся, как будто снова был маленьким. Во всяком случае или в любом случае или по крайней мере. Например, я не знаю, придет ли он, но во всяком случае я его приглашала. И последнее слово «в меру упитанный». Это значит слегка полный, немного толстенький. Он был в меру упитанный мужчина средних лет. У бабушки всегда коты в меру упитанные, потому что она их хорошо кормит. Вот мы с вами посмотрели слова, а теперь давайте послушаем этот отрывок из книги. Если хотите, то можете смотреть текст на экране. Привет! Можно мне здесь на минуточку приземлиться? Да, пожалуйста, поспешно ответил малыш и добавил. А что, трудно вот так летать?
Мне ни капельки, важно произнес Карлсон, потому что я лучший в мире летун. Но я не советовал бы увольню, похожему на мешок с сеном, подражать мне. Малыш подумал, что на мешок с сеном обижаться не стоит, но решил никогда не пробовать летать. «Как тебя зовут?» – спросил Карлсон. «Малыш. Хотя по-настоящему меня зовут Сванте Свантесон. А меня, как это ни странно, зовут Карлсон. Просто Карлсон, и все. Привет, малыш». «Привет, Карлсон», — сказал малыш. «Сколько тебе лет?» — спросил Карлсон. «7», — ответил малыш. «Отлично, продолжим разговор», — сказал Карлсон. Затем он быстро перекинул через подоконник одну за другой свои маленькие толстенькие ножки и очутился в комнате. «А тебе сколько лет?» — спросил малыш, решив, что Карлсон ведет себя уж слишком ребячливо для взрослого дяди. «Сколько мне лет?» — переспросил Карлсон. «Я мужчина в самом рассвете сил. Больше я тебе ничего не могу сказать». Малыш в точности не понимал, что значит быть мужчиной в самом рассвете сил. Может быть, он тоже мужчина в самом рассвете сил, но только еще не знает об этом. Поэтому он осторожно спросил: «А в каком возрасте бывает рассвет сил?» «В любом», — ответил Карлсон с довольной улыбкой. «В любом. Во всяком случае, когда речь идет обо мне. Я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил». А теперь переходим к одному диалогу из мультфильма. Это разговор между Карлсоном и малышом. Давайте сначала посмотрим незнакомые слова, а потом послушаем этот диалог. Этот диалог мы послушаем 2 раза. Первый раз прочитаю его я, а второй раз я вам поставлю запись из мультфильма. Будут разговаривать актеры, которые озвучили Карлсона и малыша. Также вы сможете увидеть текст на экране. Выражение «еще бы не здорово» – это значит, конечно, здорово. Да, это действительно так. Строго-настрого запретить – это значит категорически запретить что-то. Например, родители строго-настрого запретили ему гулять поздно вечером. Гадкий, противный, нехороший, плохой – это синонимы. Мой брат такой противный, не дает мне свой компьютер. Слово «по-моему» – это значит, что я так думаю, мне так кажется, это мое мнение. По-моему, сегодня будет дождь. Лечь в постель или пойти спать, лечь в кровать. Врач сказал, что нужно лечь в постель и отдохнуть.
Выражение «гора шоколада» – это значит много шоколада. И кулек конфет – это значит маленький бумажный пакетик с конфетами. Ну а теперь давайте прочитаем этот диалог. Карлсон, привет, малыш. Как это здорово, что ты прилетел. Еще бы не здорово. Карлсон, а мама мне строго-настрого запретила вот не трогать варенье. Но какой же ты все-таки гадкий. Когда самый больной в мире человек возьмет 2-3 ложки варенья. Ой, ты заболел. Да у меня самая высокая температура в мире. Да, если хочешь знать. Знаешь что? Ты мне должен стать родной матерью. Слушай, а ты, по-моему, не болен? Нет, болен. Не. А я тебе говорю, болен. Нет, не болен. Какой же ты противный. Что ж, я заболеть не могу, как все люди? А ты хочешь заболеть? А ты вот не хочешь. Нет? Да все этого хотят. Лежишь себе. Слушай, летим ко мне. Я лягу в постель, а ты меня спросишь, как я себя чувствую. А я тебе скажу. Я самый больной в мире человек, и больше ничего не надо, кроме, может быть, какой-нибудь торт огромный, гору шоколада и, может быть, какой-нибудь большой-большой кулек конфет. А теперь давайте послушаем тот же самый диалог, но в исполнении малыша и Карлсона. Это запись из мультфильма, запись их голосов. Карлсон! Привет, малыш! Как это здорово, что ты прилетел! Еще бы не здорово. Карлсон, а мама мне строго-настрого запретила вот не трогать варенье. Но, ой, ты все-таки гадкий. Когда самый больной в мире человек возьмет 2-3 ложки варенья. Ой, ты заболел! Да у меня самая высокая температура в мире. А. Да, если хочешь знать. Знаешь что? Ты мне должен стать родной матерью. Слушай, а ты, по-моему, не болен. Нет, болен? Нет. Да я тебе говорю, болен. Нет, не болен. Какой ты противник. Что ж, я заболеть, что ли, не могу, как все люди? А ты хочешь заболеть? А ты вот не хочешь. Нет. Да все этого хотят. Лежишь себе. Слушай, летим ко мне. Я лягу в постель, а ты меня спросишь, как я себя чувствую. А я тебе скажу, я самый больной в мире человек, и мне больше ничего не надо. Кроме, может быть, какой-нибудь торт огромный, гору шоколада и, может быть, какой-нибудь прибольшой-большой кулек конфет. Все. Надеюсь, что вам понравилось это видео и что вы узнали много всего интересного. И я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего дня и настроения. Всего вам самого доброго.